Всем привет! В данном обзоре рассмотрим радиоприемник базовой прошивкой и чуть далее в ролике рассмотрим более обновленный вариант, посмотрим все основные отличия. Эти приемники у нас на канале еще с прошлого года. За определенное время прослушивания сложились неплохие впечатления. Не знаю, сможет ли камера передать всю красоту, можно попробовать послушать. Слушаю, Добрыня. Марья Петровна, во всем виноват крокодил. Он сидит в реке. У вас там как со сказочным интернетом? Звучит, конечно, этот приемник очень убедительно. В данном видео рассмотрим все основные возможности прибора, комплектацию поставки, в целом далее обо всем подробно. Всем приятного просмотра. KKR24 Technologies. Комплектуется радиоприемник в такой скромной упаковке, без какой-либо опознавательной маркировки. Первое, что встречает вот такая антенна, которая подключается к радиоприемнику с помощью BNC разъема, или как чаще называют BNC коннектора. Плюс такого применения, в отличие от бытовых радиоприемников, где антенна воедино спаяна с текстолитом. Это, во-первых, легкая быстрая замена в плане ремонта пригодности. При низком уровне сигнала к радиоприемнику уже можно подключать нормальную внешнюю антенну, и таким способом можно вытягивать радиостанции даже с очень низким уровнем сигнала. И длина базовой антенны телескопа составляет чуть более 70 сантиметров. Далее в комплекте можем видеть, так сказать, самый популярный провод стандарта USB Type-C, и длина такого провода составляет 1 метр. Стилус ручка. Если кто помнит, в 90-е такими же ручками комплектовали карманные КПК. Ручка работает полностью автономно, и длину можете видеть у себя на экране. Ну и такая ветошь для чистки приемника. Для устойчивой фиксации на плоскости прилагается вот такого плана самоклеящие ножки. Ну и собственно сам приемник. В первую очередь в глаза бросается больших размеров регулятор. С виду сделано все достаточно аккуратно. Надежная перфорация сразу на корпусе, без каких-либо вставок и выпадающих элементов, как в прошлой 20-й первой ревизии радиоприемников. Данный регулятор также выполняет роль функцию кнопки. На обратной стороне можем наблюдать перечень всех доступных диапазонов приема. Микропереключатель справа. Это из-за отсутствия встроенной ферритовой антенны, и этот выход от телескопической антенны позволяет выбирать, использовать как для приема коротких, так и для средних длинных волн. Положение микропереключателя всего два. Рядом с антенной располагается гнездо для наушников. Отсюда же можно вывести звук и на мощный усилитель звука. Рядом снова расположен механический микропереключатель для включения-выключения устройства. И с краю это гнездо для зарядки, в том числе и заливки соответствующего программного обеспечения. Ну и рядом с ним индикатор светодиодный для отображения состояния хода зарядки. В комментариях многие пользователи задавались вопросом, какому из этих приемников отдать предпочтение. Если это устройство полностью завершенное и освоить такой прибор не составляет большого труда, управление организовано очень удобно и все интуитивно понятно. Второй же прибор — это более серьезное техническое устройство, которое и далее можно совершенствовать, так скажем, производить апгрейд программного обеспечения. Таким образом совершенствовать возможности приема, но и расширять дополнительные функциональные возможности. А так, такое устройство в карман точно не полезет, и брать такое устройство в поездке дальнего следования остается пока вопросом, хотя для отдыха, рыбалки уже с него нормально извлекли хороший смысл. И Москву-реку на внешней стороне Московской кольцевой. В этом плане музыкальная шкатулка только радует. Стоковая прошивка в базе, которая шла с магазина, показывает вот такие интересные заставки, и на примере загрузки можно увидеть и версию прошивки.
Хочется сразу отметить отличную цветопередачу, в том числе и отличные углы обзора практически под прямой угол. Из минусов можно отметить инверсию цветов, хотя возможно лечится это заменой IPS матрицы. А вообще было бы лучше поставить сюда нормальную OLED матрицу, и по потреблению энергии стало бы заметно экономичнее. Сверху строка отражает задействованные функции, фильтры и так далее. Это уже основная строка управления частотой. Тут уже отражается индикатор отношения сигнала и шума. Строка слева показывает значение мощности сигнала. Далее снизу строка – это регулятор громкости, но саму функцию регулировки можно задействовать как с экрана. И гораздо более удобный способ, нажимая на саму кнопку регулятор, также можем заходить в режим регулировки громкости. Далее в контекстном меню значение Mute – это переход в беззвучный режим. На случай, если потребуется быстро приглушить звук, в общем работает функция как привычная для нас кнопка пауза. Далее кнопка AGC, так называемый авторегулятор громкости. Скорее всего тут применяется простой режим регулировки усиления, поскольку функция только включается и выключается, но нет или пока что не вижу возможности изменения глубины входного сигнала. Функция работы аттенюатора пока остается для меня непонятным. Контроль и регулировка входного усилителя частоты как бы тут регулируется, а вот сам индикатор усиления мощности тут никак не реагирует на разницу силы входного сигнала. Функция есть, можно экспериментировать, включать, выключать. Далее идет раздел мода, в котором предоставляется возможность выбора работы режима однополосной модуляции. Сверху 2 – это возможность выйти на верхнюю боковую либо на нижнюю боковую, и строка снизу наряду с амплитудной модуляцией режим CV, режим радиотелеграфа. Раздел Frequency – частота позволяет, к примеру, если вам известны частоты радиостанций, то можно спокойно вводить напрямую с клавиатуры. Таким образом сохраняем жизнь волкодеру и значительно упрощаем процесс перемещения по частотному диапазону. Можем регулировать коридор полосы пропускания сигнала, и если друг на друга не залезают близлежащие радиостанции, лучше поставить максимальное значение или оставить автоматический режим, то приемник самостоятельно мог подбирать более оптимальные режимы. А в случае, если трансляция вышка находится далеко от вас, тогда есть смысл выбирать более узкую полосу, тем самым попробовать удалить шум и максимально вытянуть качество сигнала. Далее строка Step, то есть шаг. Здесь всего два варианта. Если устанавливать параметр 10 кГц, то и крутить волкодер придется в 10 раз больше, чем устанавливая шаг в 100 кГц. Но в случае, если у вас отдаленные радиостанции, низкий уровень сигнала, то с низким шагом, мне кажется, лучше всего вытянет более правильное положение радиостанции. Раздел BFO в этом режиме не работает и используется в большей степени для демодуляции однополосной SSB. Этот интересный раздел, несмотря более века, остается достаточно популярным, и такое хобби, как любительская радиосвязь, еще не скоро исчезнет. Главный раздел выбора частотного диапазона, среди которых доступны короткие, длинные и средние волны. SV-диапазон более привычным образом разбит на поддиапазоны приема, и в зависимости от длины волны в метрах можем выбирать определенный размер частотного диапазона. И снова раздел мод, как уже сказано выше, вспомогательные функции для работы с более развитой системой модуляции. И далее посмотрим более подробную работу данной функции, как влияет на качество приема и как с помощью данной функции максимально устанавливать или более точно встать на радиостанцию. Функция RDS также присутствует, хотя полноценная поддержка зависит от версии установленной микросхемы. Если не ошибаюсь, 32 и 35 модель позволяет обрабатывать информационные сигналы, поэтому эти моменты обязательно уточняйте. Также смотрим фирменная оболочка, ретро-стиль. В общем, шкала распределяется как на аналоговом радиоприемнике.
имеет хорошие возможности и быстрое удобное управление. Кнопка функция Memory, память, в отличие от серии моделей ATS-20, здесь уже нормально можно сохранять радиостанции, соответствующие ячейки памяти. В разделе Setup, настройки, здесь начальная граница FM диапазона, можно устанавливать 64 МГц. Вторая строка, если не ошибаюсь, настройка и перемещение по частотному диапазону будет происходить с шагом в 1 кГц. В разделе «Инфо» и «Чип» все основные технические параметры железа и программного обеспечения. Теперь в разделе Light смотрим возможность регулировать яркость подсветки дисплея, и на столь низкой яркости видим показывает отличный результат, поскольку незаметно вредное для глаз мерцание. Хорошо реализована и функция сканирования. Для начала две кнопки слева — это автоматический поиск радиостанции, работает вперед или в обратную сторону, то есть производится автоматический поиск канала до первой рабочей радиостанции. А здесь в режиме сканирования уже отличная реализация функции, об этом тоже поговорим чуть далее в ролике. На момент публикации данного видеоролика уже появилась версия модели X2. Там основное отличие — это возможности поддержки беспроводной связи, то есть, как можете видеть, установлена дополнительная Wi-Fi антенна на приемнике. Но если у вас точно такая же модель, то пока что не спешите его менять. Стоит лишь заглянуть в начинку прибора, и на микроконтроллере видим выход Wi-Fi антенны. То есть можно даже устанавливать как внутреннюю, так и нормальную внешнюю антенну. Если же у вас более устаревшие модели 25, 25+, или даже просто X, возможно и там установлен точно такой же контроллер. И если такой выход у вас есть, напишите в комментариях, будет многим полезно. Сейчас посмотрим точно такой же приемник, только уже с более развитой прошивкой. Комплект поставки точно такой же, антенна по размерам и коннектору абсолютно одинаковые, и провода стандарт все тот же самый USB Type-C. Ну и по приемнику также с виду нет абсолютно никаких отличий, все абсолютно то же самое, и при загрузке здесь уже видим более свежую версию прошивки. Углы обзора остались такие же, основные отличия: обновилась строка громкости и появился индикатор емкости заряда. В остальном, на первый взгляд, все то же самое. В данной версии также сохранили интересную заставку, ну и собственно дорога, откуда приемник. Видим, как работает информационная строка, появляется название радиостанции, ну и случайным нажатием видим, как поменяли индикатор сигнала и мощности, как в аналоговых приборах. Ну и если подождать, по информационной линии РДС смотрим, как подхватывает точные параметры даты и времени. То есть подхватывается в автоматическом порядке точно так же, как и информационная строка. Также можно заметить достаточно живой и быстрый отклик работы индикатора сигнала. А чтобы работал индикатор зарядки, здесь, похоже, нужно дополнить определенным модулем. Если такой информации нет в сети, попробуем сделать короткое видео по доработке прибора. Индикатор громкости смотрится лучше, и при выключении и включении прибора сохраняется текущий уровень громкости. Чтобы зайти в регулировку громкости, здесь точно так же нажимаем на волкодер и таким образом устанавливаем необходимое значение. А если уровень громкости опускается на минимальное значение, то приемник переходит в режим mute. И нажимая еще раз на волкодер, на этот раз заходим в режим регулировки уровня шумоподавления. Еще одно отличие: на странице Band диапазоны уже спустились на нижнюю строку, и охват частотного диапазона в этом режиме смотрим от 1,7 до 30 МГц. Далее изменения коснулись и шага ручной настройки. Теперь помимо 10 и 100 кГц видим и еще более крупный шаг для более быстрой настройки. А так, ширина полосы пропускания все то же самое.
Регулятор усиления точно так же работает на включение и выключение данной функции, а вот в режиме регулировки усиления входного сигнала тут уже, как видим, в зависимости от регулировки меняется индикатор мощности сигнала. Соответственно, функция уже в этом приемнике действительно работает. Для амплитудной модуляции шаг перемещения по частотному диапазону устанавливается в 1 или 9 кГц, а большой выбор регулировки ширины полосы пропускания позволяет максимально качественно извлекать сигнал радиостанции. И охват частотного диапазона длинных волн составляет от 153 до 280 кГц. Диапазон средних волн 522 и 1701 кГц, и даже с изменением шага сохраняется размер данного диапазона. Шаг перемещения по частотному диапазону здесь точно так же 1,9 кГц и точно такой же большой выбор регулировки ширины полосы пропускания. А вот для КВ-диапазона 3 разных шага перемещения. А в случае с выходом на боковую линию USB или LSB, на любой из них и на частоте появляется нижнее подчеркивание, а кнопка Step здесь уже не работает, но зато можем выбирать с помощью курсора цифру и уже очень точно настраивать положение радиостанции. А так положение курсора тоже не везде работает, и как видно можем выбирать целые числа, либо регулировать десятые или сотые единицы килогерца. И в данном режиме тоже вот такой коридор ширины полосы пропускания. Попробуем установить более высокую частоту, например, для авиадиапазона. И как видим, строка частоты окрашивается красным цветом, и при выборе появляется вот такое предупреждение о том, что такая частота высокая не поддерживается. И у кого и на какой прошивке поддерживаются такие частоты, пишите в комментариях, думаю, будет полезно многим. А с помощью Clear в случае неправильного ввода частоты можно стирать для повторного набора. Теперь рассмотрим интересную функцию сканирования. Как только заходим, начинается автоматический поиск каналов, идет анализ, и на дисплее строится определенная графика, и по нему уже можно примерно представить о присутствии какого-либо сигнала. На верхней строке, в зависимости от мощности сигнала или может от качества сигнала, то такие строки также говорят о присутствии радиосигнала на этой частоте. Автоматическое сканирование здесь проходит в зависимости от того, какую частоту выбрать. Конкретно в данном случае это в диапазоне начиная от 93 и по верхней границе чуть более 96 МГц. Хотя данный диапазон можно расширить, и для этого в разделе Frequency можем как приближать частотный диапазон, так и отдалять, то есть охватывать больше или меньше объема частотного диапазона. В целом отличная реализация данной функции, и теперь заглянем в основные настройки, заходим в раздел Setup. В первой строке это возможность выбрать регион в зависимости от расположения континента, и при выборе смотрим, загорается строка красным цветом, то есть все, что отличается от заводской настройки, будет выделяться таким образом. Следующая строка позволяет выбирать начальную границу частотного FM диапазона, то есть поиск каналов уже будет начинаться 64 МГц. Следующая строка, если не ошибаюсь, это возможность сохранять для каждого диапазона свой шаг перемещения, и далее тоже, если не ошибаюсь, это тот же самый RDS, только работает на других значениях и по другой программе, но опять же в зависимости от того, в какой стране поддерживается данный стандарт информационного вещания. Этот раздел отражает подсветку для значения частоты, таким образом создает эффект, как на электролюминесцентных индикаторах прошлого века. Чтобы проверить данную функцию, выходим из настроек, смотрим, появляется такое окошко, и только после этого сохраняются все ранее произведенные настройки.
Как можем видеть, индикаторы обретают вид как из прошлого, то есть как будто светодиодная сегментная подсветка. А если выбрать данный раздел, тогда данная функция выделяет частоту однополосной модуляции, то есть SSB, но это в случае, если генератор сигналов не будет равен нулю. Далее это уже возможность выбрать часовой формат 12 или 24 часов. Этот раздел индикаторы превращает в аналоговую шкалу, и раздел батарейки позволяет на индикаторе отображать фактическое напряжение, то есть для контроля емкости заряда. И таким образом выглядит шкала усиления мощности и сигнала и шума. В разделе батарейки, если убираем отражение в вольтах, то заряд будет отражаться в виде процентов. На этой странице можно включать-выключать заставку, и на заставке при желании можно отключать подсветку. Здесь можем установить время, при котором будет появляться заставка, то есть прибор будет уходить предположительно в спящий режим, и крайняя строка позволяет менять ориентацию дисплея, то есть поворачивать его вертикально, и такое будет полезно в случае, если настольный форм-фактор будете менять на тип корпуса карманный, а ориентацию можно менять на несколько положений. В разделе сканера, если не ошибаюсь, здесь можно настраивать масштаб отображения частотного диапазона, и такие параметры можно выбирать. На следующей странице это уже работа с ячейками памяти. Здесь в ячейке помимо частоты можно присваивать порядковый номер, отображается также тип модуляции, название радиостанции и даже название города, откуда собственно производится вещание. Если вращение энкодера неправильное, то с помощью данной строки можно отразить в обратном порядке направление вращения. Этой строкой уже включаем индикатор заряда, а этот уже включает индикатор самого процесса зарядки. Ну и крайняя строка BIP позволяет включать-выключать звуковой отклик. Все это сохраняем, и на удивление здесь видим, похоже, установлен модуль, и как можем наблюдать, индикатор исправно отражает заряд в процентах. И вполне возможно, на такой версии приемника у всех данная функция работает с завода. Данная страница, по всей видимости, работает с железом. Не совсем ясно, как идет автоматическое переключение антенны. Тоже остается загадкой, поскольку на приборе уже задействован механический переключатель. И если кто знает, буду рад, если напишите в комментариях. Следующий раздел по работе с беспроводной связью. Про это поговорим в отдельном видео, и про инсталляцию антенны. И на крайней странице здесь уже можем производить сброс по умолчанию на заводские установки, ну и строка с параметрами релиза лицензии. В разделе Light можем регулировать яркость подсветки дисплея. При падении яркости здесь также не видим вредного для глаз мерцания. Переключаемся на CB-диапазон. Оболочка отлично реализована с эффектом монохромного жидкокристаллического дисплея, и любителей гражданского диапазона этот режим не может также не радовать. Раздел работы с памятью. Про количество ячейки точно не подскажу, а тут можем добавлять, редактировать, удалять, в общем расширять список радиостанций, либо при наличии устанавливать пресеты с готовым набором радиостанций. В этом стиле аналоговой шкале прямо здесь можно производить большинство настроек, в том числе устанавливать, редактировать лист радиостанции, не прибегая для этого к компьютеру. Отсюда же можно устанавливать и шаг частотного диапазона, в том числе менять и сам частотный диапазон, ну и другие функции. Чуть далее посмотрим начинку прибора, в том числе и потребление тока для расчета примерно насколько хватает одного заряда. Теперь смотрим, как это устройство работает на длинные и средние волны. Цифровой медицины, эту среду обитания, чтобы люди сосуществовали с нашей медициной, современной российской медициной, как правильно обращаться, где эта точка входа, или идти там, условно говоря, на портал Сеченовского университета, да,
обучающими программами? Или где вот эти все точки входа, где можно вот этим современным навыкам цифровой медицины обучить? Ну да, вы вот с конца скажу, вы сказали, действительно, вот прийти на сайт Пушкинского университета, там можно записаться на цифровую кафедру и за 9 месяцев получить, вот, провести профессиональную переподготовку, научиться тому, что такое цифровая медицина. Самое главное в медицине надо. Удивительно забота Божия о себе. И эта забота наполнит маленького, забытого восприятия человека радостью. Он Богу-то оказывается нужен. Он такой маленький, как он беззащитно существует. Ничего, кроме грехов, в душе не имеет. А сам Бог творит вселенную, заботится о ней и любит его. Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Защитники Отечества. Отсутствие ферритовой антенны действительно сказывается на качестве приема. В будущем обязательно протестируем и с нормальной антенной. Теперь смотрим КВ-диапазон. В общем, в этом диапазоне очень много всевозможных радиостанций. Вещание идет на большинство популярных языков мира. Pourquoi la dynastie des Tang nous fascine? Я что-то такого не заметил, просто не является, значит, да. Ну, приблизил еще раз. Теперь немного FM-диапазон. Хочется сразу отметить отличное качество передачи даже высоких частот, что удивительно для широкополосной системы. Тоже пробуем услышать. Это только слабейший. Упала. А показывают людей там Этому приводит эту ситуацию к финишу. Такое вот у меня настроение. Те, кто Оружие ликвидировать. я нисколько не сомневаюсь. и клаб в Подмосковье. Когда они сочиняют. Следующий музыкальный час, который откроет Папа. Внутри прибора много свободного места. На передней панели для большей долговечности видим перфорацию. При нажатии на большое колесо волкодера происходит легкое прогибание текстолита, то есть таким образом удается гасить частичную радиальную нагрузку, которая прикладывается на ось регулятора. На аккумуляторе здесь действительно сэкономили, и хорошо, если даже будет присутствовать эти самые 2000 мАч.
Стоит также отметить отличное качество пайки, без какого-либо намека на следы канифолии, хорошо реализована и маркировка компонентов. Меньше шума и более чистое звучание в сравнении с АТС 20 серии достигается, возможно, применением более высокоомной нагрузки, и если слышно такой хороший динамик с бумажным диффузором для детальной передачи голосовой речи, воздуха, атмосферы. В общем, динамик с бархатным звучанием, как на советских телевизорах. А вот сам динамик, конечно, закрепляется тут с таким герметик клеем. Не знаю, насколько это прочно и долговечно, но пока что все это держится, и судьба в большей степени будет зависеть, наверное, от максимального расхождения температурных колебаний. И примерный размер такого динамика составляет 77 мм в диаметре. Теперь попробуем потребление тока. Для этого устанавливаем значение постоянного напряжения 3,7 вольт. Видим более высокий стартовый ток, который постепенно снижается. Скорее всего, заряжается какая-нибудь емкость. И уже на включенном приборе средний ток потребления составляет 125 мА, что не так уж много для столь крупного размера дисплея, а с увеличением громкости на максимально возможный увеличивается и ток потребления. Но ток поднимается совсем незначительно, а на FM диапазоне ток уже проскакивает даже отметку 300 мА. И ток амплитудной модуляции примерно такой же, как на КВ диапазоне. Еще один очень важный момент: даже при размыкании питания, как видим, все настройки, параметры прекрасно сохраняются. Будет полезно, если напишите в комментариях, какой из радиоприемников готовить к следующему обзору. В целях поддержки развития канала не забывайте ставить лайки, делитесь нашими роликами с друзьями, пишите комментарии и не забывайте подписаться. Всем спасибо за просмотр и до новой встречи.